Доброе утро из зимнего Буэнос-Айреса. Значит так, кратко по не очень интересным новостям и потом о главном. Значит, не очень интересные. Снова скандал с русскими шпионами в Буэнос-Айресе. И другой с тем, кто тут организовывал криптообменники, что-то там дурил народ, там, покупал какие-то вирусы, ударил при задержании полицейских и судью. В общем, такое все туфта. Хотели создать фонд для восстановления города Баия-Бланка, который пострадал от урагана. Но наш президент, по-моему, зачеркнул этот фонд. 200 тысяч миллионов, это в миллионах песо. Фонд хотели создать на восстановление города. Он наложил на него вето, сказал, что это пока не нужная вещь. А еще в связи с тем, что куча всяких войнушек идет и то, и все, наше правительство выступило и сказало, что исторически Аргентина была всегда нейтральной страной в этих войнах, но пора с этим прекращать. Свободу надо защищать. Чью свободу, кого мы будем защищать, непонятки. Так что все, переходим к главным новостям, как мы выживаем в этом холоде. Прикидывайте, сейчас пойдем погуляем, потому что тут дуба не врезать. И пообсудим аргентинскую зиму. Я тут шел в спортзал, рассказал. И народ немного начал много писать всяких вопросов. Как мы выживаем в аргентинскую зиму? Сегодня было где-то, на данный момент, когда я выходил, специально выкинул термометр за балкон. И показывает 5,6 градуса. Обещает днем где-то 11 градусов. Это настоящая аргентинская зима, я имею в виду хотя бы в Буэнос-Айресе. Потому что не в Буэнос-Айресе, там может быть или жарче в некоторых провинциях, или холоднее в некоторых провинциях. Но это еще не самый холодный день. На понедельник обещают будет 6 днем, 3 ночью. Все по-разному показывает. Я сказал, прямо выбросил за балкон градусник есть у меня, который даже в холодильнике показывает температуру, соответственно, вот столько градусов. Как мы выживаем в этом городе? Первое, это мы одеваемся. Одеваемся и в квартирах ходим одетыми тоже в свитерках, там, во всяких носочках вязаных, во всем таком деле. Что еще? В квартирах существует, во всяком случае, в Буэнос-Айресе, я почти во всех видел, существуют такие газовые обогреватели, встроенные прямо в стену, подключенные к газовой центральной сети. И ты их зажигаешь, там пьезоэлемент, и начинает этот газ начинает гореть и обогревать. Бывает такое, что когда ветер сильный, и так как вытяжка через стенку выходит прямо за стену, бывает ветер дует, задувает. Еще очень сильно люди пользуются тем, что кондиционерами, и кондиционер это тепло и холод. Но, кстати, что я заметил и что хочу сказать, не весь день надо держать кондиционер включенный. К примеру, мы пользуемся, во-первых, не каждый день, во-вторых, где-то, сегодня проснулись утром, на часик включили, потому что вылезать из-под одеяла не очень хочется, когда холодно. И все, часик погрело, вроде стало тепло, выключаем. То есть, одним словом, не есть такое, что надо все время топить. То есть, такого центрального отопления я лично не видел, чтобы включили там какого-то числа и выключили там весной какого-то числа. Нет, такое я не видел. То есть, хотите, включайте, хотите, нет. Многие пользуются еще такими радиаторами, которые или спиральными нагревателями с вентилятором, который просто обогреватель в розетку включил и обогрелся, или радиатор масляный в розетку включил, обогрелся. В некоторых более новых домах есть теплые полы. Так что каждый по-разному с этим делом борется, кто как может. Мы боремся где-то так. Почем, кстати, рыба? Давайте глянем. Гастусо, филе де труча. Dos, pero en dos bolsas separadas, ¿puede ser? Так, сальмон росадо 34 тысячи за килограмм. Где-то в районе, видели, от 10 тысяч до 35 тысяч. Грубо выражаясь, от 10 долларов до 35 долларов. Потому что в среднем где-то доллар получается у нас сколько? Где-то 1100, наверное.
Вот, доллар стоит на месте. Так что выживаем мы вот так. Потом еще что нужно иметь? Нужно иметь какой-нибудь, ну, к примеру, мы этим пользуемся и советую иметь. Сушилка для полотенец, такая электрическая, в ванной комнате вешаете. И она там терморегулятор включаешь, и всегда как бы она сушит и вашу одежду, потому что тут большая сырость в Буэнос-Айресе, и в то же время обогревает обогревателем, ну, в смысле, обогревает вашу ванную комнату, и не так уж холодно тогда купаться. Так как горячая вода тоже, в принципе, я здесь не видел, чтобы шла по трубам, в основном это колонки, то есть газовые колонки. И баки стоят на крышах здоровенные такие с водой, куда закачивается вода, а потом по дому самотеком растекается. Соответственно, конечно, тот же самый режим колонки, к примеру, 4 режима колонки газовой, да, и вот когда ты купаешься летом, то, ну, на единичке или вообще не включаешь газовую колонку, потому что бак на крыше нагревается от солнца так, что он и так теплый. И когда зимой, то ты на 4, и то надо еще немножко напор уменьшить, чтобы больше прогревалось, потому что не может нагреть, потому что баки на крыше не замерзают, все-таки 3 градуса, но остывает сильно вода, и тот же самый газ уже ее сильно нагреть нельзя. Так что надо к этому привыкать и так вот, сказать, подбирать варианты. Так что где-то так. Еще, это я рассказывал про Буэнос-Айрес, что как бы основные это такие обогреватели, в стенах встроенные обогреватели до газа, ну и кондиционеры. Как выкручиваются люди в провинции. Тоже расскажу только там, где, в принципе, я был. То есть не во всех же там провинциях был, но периодически бывал, допустим, там Кордова, еще где-то. Чем выкручиваются? Саламандры. Саламандры такие, это камины. Да, камины. Вот, к примеру, в одних в горах в Кордове жили, там был просто камин на дровах. Вечером дрова, камин посреди комнаты прямо стоит, вытяжка через крышу и вперед. Зафигачил дрова, сидишь около камина, греешься, периодически поддерживаешь. И у других были тоже в Кордове, там постоянно грелись тем, что тоже есть камин, но камин с газовым баллоном на колесиках. То есть ты просто берешь, там газовый баллон такой стоит, наверное, где-то 10-килограммовый в середине. Газ открываешь, щелкаешь, камин загорелся, на колесиках возишь в любую комнату, где тебе надо. Таким образом спасаемся. Одеваемся, смотрите, вязаные шапочки, вязаные носочки. Если на рыбалку зимой, значит, берем неопреновые костюмы, берем термоноски и на рыбалку рукавицы. Вот, смотрите, видите? Кстати, не знаю почему, ну, как-то так вот я заметил, да, вот, знаете, наши приехавшие, которые, кажется, приехали там, не знаю, с холодных мест, там, допустим, Россия, Украина, Белоруссия, где зимы гораздо круче, да, здесь мерзнут. И с нами так же само было, к примеру, что когда мы только-только приехали, все почему-то нас, аргентинцы, спрашивали, говорит, ну, вы же там типа вот с более таких холодных стран приехали, вам, наверное, тут вообще, типа, мы мерзнем, а вы нет. Ну, типа, вы же привычные там до морозов. Ну да, так и есть. К примеру, было, что на лыжах там студенческие времена, минус 10, минус 15, а ты на лыжах в спортивном костюме катался. Такое же бывало у вас, наверное? Бывало, и у меня такое бывало. А сюда приедешь, здесь вот так вот 3 градуса, 6 градусов, 5 градусов, холодина, кажется, для тебя. Это все еще от влажности зависит. Так что, ребята, где-то вот так. Что там еще мне писали? Мне писали, что если... вот, кстати, надо показать. Если у вас так много собак, и вы так любите собак, как я рассказывал, так у вас, наверное, ходить по тротуарам нельзя. Ну, с намеком на то, что у нас тротуары нечистые. А я специально камеру вниз. Вот в этом парке гуляет постоянно куча собаки. И давайте я буду ходить вам рассказывать, а вы посмотрите. Может, тут даже, кстати, тише, чем у вас дома, где нету там столько собак. Так что очень сильно в этом ошибаетесь. Здесь у людей есть такая привычка, называется твоя собака, твои какашки.
Они ходят все с кулечками, в парках тоже стоят кулечки и просто убирают за своими собаками. И никто от этого вообще не страдает. Новости я вам рассказал. Кстати, я там писал уже в сообществе, писал еще в этом самом телеграм-канале, что у меня же есть еще на испанском языке несколько каналов. Ну, кто любит рыбалку, может подписаться на видео с Де Леон канал, там на испанском языке, но зато там только про рыбалку в основном. И сейчас еще пойдет про прикормки интересные. Заодно язык можно подучить тем, кто хочет подучить на испанском. И компьютерный. Я был его призабросил, этот компьютерный канал. То есть я там, наверное, с полгода уже ни черта не снимал. Да и вообще очень редко. А сейчас решил, думаю, почему бы им не заняться. И, наверное, мы там переключимся на искусственный интеллект, на всякие гаджеты, на всякие примочки, телефончики, ну и всякие другие штучки. Так что тоже, кому интересно, можете подключиться. Можете найти такой канал. Или я ссылочку оставлю. Ну, то есть я ссылочку оставлю, но, в принципе, кто не умеет читать под низом в описании канала, потому что такие тоже существуют, рассказываешь, говоришь, в описании канала будет ссылка на канал Саши. Все равно будут потом спрашивать, дай контакты Саши. Ну, или типа, это я к примеру. Так, кто не умеет читать, тогда ищите такую, называется Dacrostech. Dacrostech. И туда подписывайтесь. И там я вот сейчас это видео сложу и пойду снимать. Будем разбираться с искусственным интеллектом, бо я вижу, многим он не заходит. Многим не заходит, даже аргентинцам я там прихожу, начинаю что-нибудь по компьютерное делаю, прихожу, начинаю им рассказывать, а вот там разговаривать, не рассказывать, а разговаривать просто по поводу искусственного интеллекта, и многие такие, вот он нас заменит, вот, он нам голову что-то убивает, вот он нашей работы лишит. И вообще это опасно, он формирует не те мнения, он может там нами управлять. Одним словом, многим людям, конечно, вот не заходит, надо отвечать, доказывать, рассказывать. Это, знаете, на что похоже, как пытаешься там объяснить. Ну, я там подальше хожу, вот там собаки гуляют. Ой, что-то у них там драка началась. И пытаюсь объяснить, говорю, послушайте, искусственный интеллект это как любой инструмент. Если им правильно пользоваться, он вам будет помогать. А если пользоваться неумело или со злом, то да, он будет вредить. То есть, знаете, есть такая фишка, допустим, нож. Нож у каждого есть на кухне, да, но кто-то им режет колбасу, хлеб, а кто-то берет нож и идет, и кого-то штрикает этим ножом, так же, как и вилкой и чем-нибудь другим. Соответственно, это не зависит от искусственного интеллекта, это зависит от того, кто им пользуется. Если человек нормальный пользуется, это большущий помощник в вашей работе. Если, конечно, пользуется для других целей, то это да, может являться в какой-то степени и угрозой. Но, опять же скажу, это не вина инструмента, это вина пользователя. Так, чего они тут перевозбудились, наши собачки? Да, передайте всем приветики. Вот так, молодцы. Так что все, подписываемся, ставим лайки, пишем, снова будем обсуждать дальше, что кого интересует. Пока и до следующих видео.